Всем привет! С вами Алина, Белая Ворона. В поход я не ходила, наверное, уже недели-две из-за работы, никак не могла выбраться. И вот у меня 2 выходных, и я решила пойти с ночевкой сегодня в Грот. Я уже прошла традиционный подъем в 3 километра, пыхтела. Что-то мне после 2-недельного перерыва немножко тяжеловато как-то было идти. Уже не первый раз вижу вот такое вот. Декабрь месяц, ё-моё. Ты что там, замерз? Ой, ты бедный. О, зашевелился. Короче, вот он. Я его вот сюда посадила на пенек. Не знаю, лучше я сделала или хуже. Ну, по крайней мере, здесь не на снегу. Морал или косуля пробежала. А там уже как будто бы закат. Но еще рано по времени для заката. Смотрите, как красиво. И так следы прикольно смотрятся на фоне этого заката. Такая картина вообще. Заячьи следы. Вообще следов людей нет абсолютно. Сейчас мне придется тропить здесь. А ботинки у меня летние. Вот здесь поменьше немного. Короче, вот по заячьим следам иду. Заячьи следы мои. Вот тропинка. Все, заяц туда пошел. А мне в другую сторону. Витрина вообще жесть. Все. Солнца нет, сейчас начнет скоро темнеть, надо быстрее бежать. А мне еще километров 5 идти, наверное. Я еще прошла где-то, наверное, может, чуть меньше километра. И вот решила чай глотануть. Мне, кстати, многие говорят, как ты, типа, не боишься одна в лес ходить? Как ты там одна в лесу? Это же капец как страшно. Знаете, я вчера, например, шла с работы домой. Получилось так, что я ночью шла пешком, потому что автобусы не ходят, и мне приходится иногда ночью идти пешком. Так дело в том, что в городе гораздо страшнее, скажу я вам, ходить. А в лесу что тут может случиться? Какие тут неадекваты могут быть? Они все в городе остались. Медведи и те спят. Кстати, что радует. Главное, чтобы шатунов не было. Ладно, все. Допиваю чай, бегу уже. Все, уже сумерки начинаются. Сейчас слышала моралов. Прям близко вообще. Они, наверное, мои шаги услышали и все. Ломанули, короче, туда, в ту сторону. Прям так близко. Я аж от неожиданности даже немножко испугалась. Смотрите, мышиные норы. А вот с этой норы, прям смотрите, дорожка проложена. И вон в ту норку ведет. Выхожу на хребет. Вот что творится тут. Мама дорогая! Путь! Скорее вперед! Короче, иду вот по такому ветру. Рядом заячьи следы. Вот такая глубина снега. Троплю. Это вот все заячьи следы. Так вот вокруг. Витрина жуткий. Очень сильный. Оттуда я пришла. Уже темно достаточно. Сдувает, аж эту камеру не могу держать. Здесь вообще практически по колено мне. Снега вообще. И заяц. Зайцу хорошо, он вообще не утопает. А вот я иду. Все я протаранила снег. Все время так, заметает снега много. Пришла я наконец в Грот. Не знаю, как у меня со съемкой получится. Вот пока фонарем только могу вот так осветить. И у меня 4% всего зарядки. Сейчас, если получится, костер развести, подсушить телефон и потом на зарядку поставить. Еще костер до сих пор не развела, я дровами занималась. Вот здесь все дрова раскидала. Думаю, что можно какие-нибудь жерди здесь поискать. Ну, у меня тут немного ровных прям. Я хочу вот здесь сделать себе лежак, если у меня столько найдется жердей. Я спала, конечно, уже здесь, на вот этих вот камнях.
Но сегодня очень холодно. Я думаю, я очень одубею, как бы почки у меня не отстегнулись. Представляете, что я нашла? Крылышко от бабочки. Зимой. Крылышко от бабочки найти, ну капец. Наконец-то в гроте будет светло и тепло. Когда я сюда шла, я думала, здесь может быть сова будет сидеть. Как-то раз такое было, я пришла. Она испугалась, и я испугалась. По-моему, уже рассказывала в каком-то видео. То ли ветер создает дополнительный шум, то ли кто-то там шарится с животных может. Понятно, что шум какой-то левый, мне кажется, есть. Ветер это все, это капец, это хуже мороза, гораздо. У меня еще ноги все мокрые. Хорошо я взяла с собой калоши, я сейчас переобуюсь в них. И здесь у меня куртка теплая есть, так что если что, я не умру от холода. Я же сегодня без воды пришла. Но у меня только питьевая бутылка и все. Я понадеялась, у меня тут спрятана вода. Я понимаю, что она заморожена, но здесь вот в этом месте должно быть теплее гораздо. И я надеюсь все-таки... Вот видите, она частично лед, частично вода. О, вот это вообще почти что не замерзла. Вот это в дровах лежала, она вообще практически замерзла. А эти лежали, ну вот здесь внутри. И получается, они не сильно замерзли. Все ноги мокрые. Я же по снегу столько шарилась. Я не знаю, как я сегодня спать буду. Вон, вообще все носки мокрые. У меня ботинки, можно сказать, что они летние. Я еще гамаши не надела, блин, болта. Я вообще планировала не сюда изначально идти, а в тот грот, в маленький. Там поближе, и там полегче, и палатку не взяла. Поэтому. Потом что-то спонтанно решила в этот светлый идти. В такой ветер надо с палаткой. Обычно сюда 3 часа идешь, но это летом. Сегодня я, по-моему, 4 шла, потому что еще съемка занимает время. Ну, как хорошо, что я запасную обувь беру. Это вообще прям плюс. У меня прям ноги сразу в тепле, сухие, теплые. У меня же здесь есть куртка. Я вот достала. Я вообще не замерзну, потому что она реально такая, знаете, толстая китайская зимняя куртка, она лыжная. И еще есть вот такой жилет. Куртку эту надену, и все. Ой, она холодная, сейчас я ее нагрею с собой. Еще у костра как бы согреюсь. Круто, что я куртку эту принесла. Почему я именно эту куртку, самую теплую, принесла сюда? Потому что я знаю, что именно в этом гроте самый дубак зимой. Потому что я ночевала здесь, и в минус 20 даже я ночевала. Хотя это было начало марта. 8 марта это был праздник. А было минус 20 ночью, может даже ниже. Очень холодно, я тогда очень задубела. Но я не снимала в те моменты, это было давно, это был 18-й год. Короче, у меня тут небольшое ЧП случилось. Ветер сильный, прямо жуткий. И уронила мою горелку. Вода пролилась, но не вся. Ну вот, наконец-то закипела. Носки у меня вот так сушатся. И вот там вот бутылки с водой стоят, чтобы тепленькие были. Сейчас надо дров напилить и потом сделать лежак себе. Короче, вот столько дров я наготовила. Сейчас попробую лежак сделать. Так, вот из этих дров, все, что я тут раскидала, надо сейчас попробовать выбрать мне более-менее ровные жерди. Ровные жерди выберу.
Сучок мешает. Тут мелкие сучки. В темноте, может, не видно. Они будут мне очень сильно упираться, либо портить мой каремат и спальник. Вот люди, когда ходите зимой в походы, всегда найдется работа. И самое главное, вы никогда не замерзнете. О, уже что-то выкладывается такое. Так, вот это вот короткая, мне ее, думаю, хватит. Так, если наоборот. Вот. Вообще круто. Так, хочу попробовать вот эту, ну, она, во-первых, не сильно ровная, тут вся в сучках. Вот так, видите? Хоп, у меня соскользнул и мимо. А если бы вот так стоял, мне прям как раз бы по ноге. Поэтому важно стоять правильно. Как бы с другой стороны. Блин, да нифига. У меня уже даже это, смотрите, вкопалось. От ударов. Стоит такая. Куда бы казалось, тут все в камнях. Опа! Вот, что значит дешевый топор. Все. Вот, красиво, да? Все, вот, это дешевый топор. Самый-самый дешевый в Леруа Мерлен. Все, шел ему капец. Теперь я ничего не поколю. Но это я оставлю, мало ли, может мне кто сможет помочь с этим. Жалко, что у меня подсветки нормально нет, я не могу нормально снимать. Я все никак с фонарем не могу определиться, сколько, блин, фонарей уже покупала, и все фонари не подходят для подсветки. О, все. Во. Во. Классная жердина. Вау! Я даже смогла сломать. Чуть-чуть подпилить. Опа!
Еще одна крутая жертва. Я теперь буду супер-пупер спать. Блин, я даже такого не ожидала. Я думала, на камнях придется спать. Я понимаю, что съемка фиговая, света мало. Но ничего с этим поделать не могу. По-другому у меня не получается пока что. Круто. Вот теперь у меня лежак супер-пупер. Сейчас. Быстро. Анимат разложим. В палатке-то тоже плохо спать. От ветра-то защищен, а от земли-то нет. Тут же камни. А камни это вообще холод. Это лед. Короче, вот такой у меня лежак получился. Ой, ветер, конечно, вообще капец. Что-то уже спать хочу, я устала сегодня. Сейчас вот еще носки с шерсти сверху надену на махровую. Термобелье уже надела под них. Носки надо было погреть, они такие холодные, капец. Что жуть какой ветер, я надеялась, что он прекратится. О, жесть. Я надеялась, что он прекратится, он еще больше, блин. Просто жуть. Я куртку хочу снять и накрыть сверху. Если я, конечно, задубею, буду вообще в куртке спать. Она такая тепленькая, так нагрела. Вот так хочу ее накинуть, чтобы мне спальник не поджигало. Куртку не жалко, она старая. Вот эту жилетку я оставлю. Ой, даже вот, наверное, вот так сделаю. Ой, мне все-таки хорошо. Мне кажется, никакой ветер мне не помешает словить кайф от сегодняшнего похода. Все, всем спокойной ночи. До утра. Доброе утро, земля. Спалось, в принципе, хорошо. Немного замерзала, но не критично. Ой, сейчас где-то около 7:30 утра, мне надо вставать. Ветер так и не прекращался всю ночь, и до сих пор ветрина сильный. Вылазить вообще неохота из спальника, просто реально конкретный дубак. Не знаю, думаю, костер опять развести, пока тут собираться буду, да, завтрак готовить. Иначе я тут вообще отдубею на ветру. Я, кстати, вот так пакет надела на спальник от ветра. Туда еще в пакет запихала свою куртку, в которой пришла. И вот еще, которая здесь куртка, и сверху укрылась. И в принципе, вот ноги у меня вообще не замерзли. Немножко подмерзала спина, когда я поворачивалась на бок, ветром выдувает спальник. Ну, как я зиму не люблю, а? Вечером темно, утром темно, что такое? И холод постоянный. Ой, он такой теплый спальник, так неохота вылазить.
Такое ощущение, что я и спать не ложилась, как будто ночь. Сейчас поставлю воду на кашу. Уже начинает немного светлеть. Это радует. Не знаю, сколько сейчас времени, может около 8, а может даже уже начало 9. Надо мне шустрить. Я что-то решила кашу себе не готовить, что мне даже есть-то неохота. Да, вот если бы у меня сегодня не было, блин, никаких дел, я бы еще валялась и валялась бы. Фиг бы я вылезла в такой холод. Дождалась бы, чтобы светло было. Небо все затянуто черными тучами. Вот и водичка закипела. В большой куртке, в маленькую. Ой, какая она холодная. Да, в этой куртке, вот в этой гораздо, конечно, теплее. У меня шип еще, что ли, воткнулся здесь. Я что-то встала вроде рано, торможу, вообще капец. Уже давно надо уйти было отсюда. А я еще не собрала никуда. Подушка мне вот это нравится. Я уже с ней, как бы не соврать, 3 или 4 год хожу. 3, наверное, года точно. Вообще ничего и не делается. Покупала в Декатлоне. Что-то рублей, наверное, за 200 или за 300. За 300, наверное. Сплавился каремат. Искра слетела. Такой ветер, чем плохо, что искры летят на все. Там вон, я смотрю, и столик немножко прошло. Я чуть как чушка вся грязная, как я поеду в автобусе. Блин, у меня вот это с детства. Вечно, блин, куда-то залезу, блин, вся вычухаюсь, а потом мне через двор было стыдно проходить грязной. Уже взрослая девчонка была. Ну, взрослая, там, 14-15 лет. И все этих щенков там таскала. Будки всякие строила. Выйду такая чистая вся, блин, платьишки. Обратно иду вся грязнющая, блин. Платье, все это в пятнах там. Ну, щенки грязные там. И вообще, где я лазила, везде, там, по всяким работам, стройкам там. Естественно, замораешься. Через двор, помню, так стыдно было идти всегда. И вот сейчас такая же фигня до сих пор, блин. Пойду в поход, вся, блин, вычухаюсь. Потом в автобусе стыдно ехать.
Вот такой лежак у меня классный получился. Вчера-то темно было, не видно. Прям ровненький. И спать так было классно. Хорошо, что я не на камнях спала, а на дереве все-таки. Смотрите, как красиво. Рассвет. Красота. Я практически собрала рюкзак. Осталось прицепить каремат и кота. Я так и не позавтракала, почему-то аппетита у меня нет. Думаю, по дороге чай где-нибудь попью. Идти мне долго, не меньше 3 часов. Думаю, даже вчера я гораздо дольше 3 часов шла, потому что там снег. По снегу тяжелее идти дольше. Но я еще по темноте шла, может быть, сегодня быстрее получится. Включаться я уже не буду. Всем пока. До скорых встреч. Такой витрина, что мои следы практически замело. Ой, меня аж сдувает. Привет, мое деревце. Пока, мои хорошие. Обняла свое дерево любимое. Хоть в лес с этого хребта наконец ушла. Тут ветер весь наверху. В лесу такого ветра прям нет сильного. Свежие следы косули. Видимо, недавно проскакала. Там по хребту шла. Там такой витрина, что меня реально сносило. Я думала, что меня со скалы унесет вообще. А у меня еще каремат этот прицеплен на рюкзаке. Как флюгер, блин. Меня туда-сюда качает, ё-моё, из-за него. Витрина-то сильный. Вообще, я думала, меня снесет. Я кое-как шла. Здесь в лесу хоть так не дует. Посмотрите на мои руки. Надеюсь, видно. Да и лицо-то, как у чушки. Ну, только у настоящих походников такие страшные руки могут быть. Которые что-то этими руками делают постоянно.